Рада вас видеть. Сегодня будет длинный видео. Я хочу рассказать вам о моем путешествии в Ливане именно в этом видео. Давайте начнем. 14-часовой перелет из Сиднея в Дубай. Затем еще 4-часовой перелет в Бейрут. Затем еще 2 часа на машине к гор Эхтен, где мы остались. Эхтен – горный город в самом сердце северных гор Ливана. Его жители из Схарта, я не ливанка, трудно сказать, Схарта. Жители Ливана посещают Эхтен летом из-за его расположения, природы, климата тоже, потому что в Бейруте погода ужасна. Я могу искренне сказать, что Эхтен была одна из самых красивых мест, которых я когда-либо видела. Но мое первое впечатление не было связано с красотой. Наоборот. Мы здесь, в Ливане. حنون الأنبلة وين كاني؟ بعد الأنبلة في البورت إيه. هلا وين نحن؟ هلا وين؟ هون بالاثنين بيروت. Is it really? Yeah, it is. It's a machine gun. Yeah, some sort of. Помнила, что я была на машине, ехала в гор, и вокруг меня здания покрытые дыры от пуль. Как я нахожусь в военной стране, мне было страшно, и я про себя подумала, как же я собираюсь здесь остаться. Где я? Я боюсь, я на военной стране. Я даже, как сказать, when you speak like this, когда ты говоришь вот это, Патрик, я боюсь. Я сказала, сейчас, я в городе. Патрик тоже почувствовал вот так. Мы посидели в молчании. Yeah, look at this view as well. Beautiful. I know, but still. Пулевые отверстия времен Гражданской войны 1975-1990 годов. Но как только мы устроились, можно сказать вот так, как только мы устроились, мы поняли, что наше первое впечатление не было правильным. То есть все безопасно. Привет. Всем привет! Это мой первый день здесь, в Ливане. Я покажу вам, как это выглядит. Вот вид. Сейчас. Я была очень устала. Представьте себе, что находился в пути почти 24 часа в замкнутом пространстве.
самолета. Это было просто ужасно. Я была травмирована, да, и я не должна жаловаться, потому что мне была честь получить этот опыт. Но сам полет был действительно травмирующим. Пахнут очень-очень вкусно. Красивый магазин. Look, he's cutting it now. Wow. Can I? Yeah, go. He said yes. Fresh. كيف صحتك يعني ثانك يو عم بتصور عم بتصور ايه ايه اهلا وسهلا اخي بتحكي بتعملي Везде, где мы гуляли, мы видели фруктовые деревья. Вы можете собрать фрукт с дерева и съесть его. Может быть, для вас это ничего особого, но для человека, как я, родом из города, для меня это волшебным. Чтобы просто собрать фрукт с дерева и съесть его, я никогда не испытывала что-то вот так. И оказалось, что я украла много фруктов. Я думала, что они дикие деревья, но нет, я была в саду кого-то. Извини. Yeah, that's what I'm saying. Oh, Yeah, wow. it's true. Like the dry Be thing. careful. Try this one. Thank you. Thank you. Oh my god. Do you want a photo? No, we're good. We're good. بغزل الشرانق الحرير تترك المغزال نهار السبت من عشية. Здесь находится фонтан, и я могу пить воду. Вкусно. Ливан очень религиозная страна. Мы остановились в католическом районе страны. Церкви были потрясающие, красивые, и там много церквей.
Одна из недавно построенных церквей, которую вы видите здесь, была построена на частные средства гражданином Ливана. Ее строительство обошлось в $5 миллионов США. То есть народ Ливана один из самых добрых, которых я когда-либо встречала в своей жизни. Честно. Гречишный чай. Ой, люблю. Из России, конечно. Сейчас. Они такие добрые, очень. И вас будут регулярно приглашать выпить кофе с незнакомым человеком. Они наполняют вашу тарелку с едой и относятся к вам искренней добротой. Никогда не испытывала. Никогда. Hey! Если вы лично знаете меня, то вы знаете, что как долго я мечтала увидеть русскую деревню. Но Бог ответил мне по-другому и подарил мне привилегией увидеть ливанскую деревню. Там живут такой простой жизнью. Они показались мне счастливыми. Ну, конечно, я не знаю. И это очевидно, что там другие давления по сравнению с городским. Это страна без правительства, без закона. То есть вы можете ездить на машине на любую скорость, какую захотите, да? Страшно ездить 150 километров в час на машине. И много раз я думала, что сегодня я умру. Я молилась Боге: Бог, пожалуйста, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Это дорога с многими машинами, да? Много машин. И мы ездили вот так, через машинам, вот так вот. Это сумасшедший. Я смотрела и видела, что они не смотрят вперед, они смотрят на телефоне, на ютубе, на инстаграме. Это было безумно, но я привыкла к этому. Was that a right word in Russian or No, wrong Russian? you're totally wrong. Don't ask questions, let him concentrate. I'm not speeding, it's nothing. Just because there's traffic, I need to pass. Okay, fair enough. What do you mean fair enough? He's full of shit. What's full of shit? Huh? The speed. No, it's 100. You get good footage? You get good camera, yeah? No, no.
Патриком никогда не ходим в клубы и такие районы. На вечеринки не ходим. Так скажем, что мы не тусовщики. Наверное, я уже говорила об этом раньше, но в Ливане мы были другие люди, да. Нам нравилось посещать клубы, такие районы, как Байтрун, с многими туристами, много кафе там. Это было просто прекрасно. Еще раз посмотрите. Обед из морепродуктов на Средиземном море. Вот, это не родной брат Патрика и его девушка. Мы находимся в районе Патрон. How do you say it? Patron. Патрон. Мы покушаем йогурт, мороженое. You know what? Good choice for me. Yes. Мы здесь находимся в районе Патрон. Я сейчас ем мороженое. Важность хорошего образования – это очевидно при общении с жителями. Большинство ливанской молодежи говорят на 4 языках. На ливанском, арабском, официальном арабском, английском и французском. На самом деле французский язык является вторым языком Ливана. И архитектура Бейрута отражает это. Кусочек Франции. Честно, посмотрите. Повсюду можно увидеть ливанский флаг. Когда я видела высоко флаг Ливана, это вызвало у меня чувство гордости, мощность, даже победы, силы. Патрик тоже чувствовал. Патрик из Ливана, да? То есть, конечно, он чувствует вот так. Почему я чувствую вот так? Не знаю. Перерыв, пожалуйста. Oh, I love it.
И я также хотела бы особо отметить ресторан Диван Эль Меза Эхтен. Вы просто обязаны сходить в этот ресторан за лучшей едой. أنت تل أبيب. لا عندكم بالبيت. أنا ماني How long ago? How long ago? بس ما نداش في Anything. يا عمي ليه بقى تصور انت كده؟ Я не могу выразить словами, что значит для меня Ливан. Это место, которым я всегда буду дорожить. Память о времени там навсегда останется в моем сердце. Я не могла перестать плакать в самолете после vıleta iz Livana. Mevcutsa ekran ve kumandanızı iniş öncesinde yerine yerleştiriniz ve korku cebinde bulunan ascending. Make sure that your hand luggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Даже хотя мой отпуск только начался, и мне еще отправиться в Турцию и Великую Россию, я почувствовала печальное, потому что никогда больше не испытаю такой простой радости, да? Ливан подарил мне ощущение семьи, любви, даже мира, даже беззакония, природы, все. Ее естественная красота и красота в сердцах людей навсегда останутся со мной. И я никогда не буду забыть ее. Вот, все. Я слишком много говорю. Спасибо большое. И до следующего раза. Пока. Bye. Bye, Natasha. Thank you for everything.